Чтобы получить полное представление о каком-либо городе, нужно увидеть его в разное время суток и при разной погоде. Возможно, при посещении Куала-Лумпур вам не удастся застать смену погоды, но ночной и дневной город надо посмотреть обязательно. Без этого ваши впечатления будут неполными. Да, и непременно возьмите с собой фотоаппарат. Даже если он плохо снимает в темноте, фотографии получатся мистически туманными, и что добавит таинственности вашей ностальгии, когда вы будете, глядя на снимки, вспоминать прогулку по малайской столице. То, что может ускользнуть от вашего внимания днем, вечером окажется одним из главных объектов светового оформления. Может сложиться впечатление, что ночной и дневной Куала-Лумпур – это два совершенно разных города. Мы любили вечером прогуливаться к площади Независимости, так как она была недалеко от нашего отеля. На наш взгляд, площадь Независимости просто обязательна для посещения, поскольку окружена большим количеством интересных достопримечательностей. Да и само по себе место очень красивое, особенно после захода солнца, когда многие колониальные здания подсвечиваются. Площадь Независимости когда-то была обычным полем для игры англичан в крикет. Возможно, именно поэтому она получила такое название, которое словно кричит о заветной свободе, что получила Малайзия после ухода британских колонизаторов. Малайцы так стремились обрести свободу, что для поднятия стяга решили создать огромный флагшток, который в высоту достигает 95 метров и до сегодняшнего времени является настоящим рекордсменом. Мечеть Джамек, а рядом, как всегда, фонтаны с подсветкой. Ночной Куала-Лумпур – это особенный мир, как бесконечная книга, которую можно листать и каждый раз открывать что-то новое. Кому-то придется по душе ночной город, кому-то дневной. Но этот один и тот же Куала-Лумпур, одно можно сказать с уверенностью, что он никого не оставит равнодушным. Главной достопримечательностью площади Независимости является дворец султана Абдул-Самада. Он был возведен в далеком 1897 году еще одним представителем Великобритании Артуром Норманом. Согласно источникам, свое вдохновение автор черпал у государства великих моголов, которые с особым трепетом относились к своим правителям и всячески хотели подчеркнуть их высокий статус, строя им дивные дворцы. Главным украшением строения выступает высокая часовня, верхушку которой украшает изысканный купол, покрытый позолотой. Часовня, впрочем, как и сам собор, сочетает в себе сразу два направления в архитектуре – мавританский и викторианский. Автору удалось идеально сочетать разные нотки этих направлений, а результат превзошел даже самые смелые ожидания. Неудивительно, что малайзийцы сравнивают часовню с английским Биг Беном. Недалеко можно увидеть башню Минара, практически из любой точки центра города. По высоте она занимает 7-е место в мире, но это никак не уменьшает ее красоту, особенно в ночное время. Ведь не зря же местные жители называют ее любовно «сад света». Минара полностью оправдывает такое название. Посмотрите на нее хотя бы раз, и вы с этим сами согласитесь. Интересен один факт, что при высоте в 421 метр башня имеет всего 6 этажей.
а обзорная площадка Минары может создать достойную конкуренцию переходному мосту башен Петронас. При желании вы можете в этом сами убедиться. Как же лучше увидеть ночной город? Просто выходите на улицу и идите в любую сторону. В центре города достопримечательности находятся в шаговой доступности. Если, конечно, вы не очень спешите, но направление желательно держать в сторону башен-близнецов Петронас, чтобы они являлись как бы финальным аккордом. Надеюсь, что мой ролик поможет вам спланировать ваше следующее путешествие, и вы посетите прекрасный город Куала-Лумпур. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Всего вам доброго, до новых встреч!